Доброе утро, Стоп Гейм, в эфире Инфакт. Вдогонку ко вчерашнему выпуску. Вчера Михаил рассказывал о том, как Valve празднует 20-летие второй Half-Life. За прошедшие сутки у компании появился еще один легонький повод для празднования. Игра побила рекорд своего же пикового онлайна и умножила его вчетверо, с 16 тысяч человек до 64. Важно отметить, что подсчет на самом деле ведется не с самого релиза игры, потому что Steam появился позже, но с 2008 года это абсолютно рекорд для второй халфы. Джефф Килли, организатор и ведущий ежегодной церемонии награждения игр The Game Awards, видимо, вдохновился выпущенной Valve'ами документалкой и выложил свою, не двухчасовую, но двухминутную и, скорее, хронику. В небольшом трейлере автор вспоминает самые яркие моменты за десятилетие существования шоу. И недавнее выступление Сэма Лейка с компанией, и зажигательные надувы их местного флейтиста, и камео маппетов, и трогательная безразмерная речь мистера Джаджа. Нарратив повествует о силе и важности игр в жизни и о том, как этот вид искусства способен действовать на мысли и эмоции сильнее многих других. А по мнению некоторых, даже может изменить мир. Трогательная штука, ссылку приложу. Ну а вечером вчерашнего дня Килли выложил и обещанный видос с объявлением номинантов The Game Awards. Полный список ищите опять-таки по ссылке в описании, но не могу не отметить, что шуточки Миши в прошлом инфакте оказались лишь наполовину шутками. Список номинантов на звание игры года по версии ТГ выглядит так. И заметьте, как изящно в список влилось DLC для Elden Ring и как грациозно его минул, например, ремейк Silent Hill 2. При этом он получил целых 5 других номинаций наравне с Баллатра. Metaphor номинируется на 6, и на целых 7 наград претендует Astrobot с ремейком Final Fantasy VII. Если что, голосование в конце новости не финальное голосование на Стоп Гейм, а просто промежуточный опрос. Мы свой список и голосовалок откроем попозже. Год-то еще не закончился. Как будем готовы, объявим, так что и вы услышите. Спустя не один и не два переноса Stalker 2 наконец-то определилась датой релиза — 20 ноября. И это завтра. А теперь самое время. Разработчики из GSC Game World опубликовали и точное время запуска игры для разных уголков мира. Согласно этому графику, по московскому времени это будет 19:00. Игра выйдет на ПК и в Steam, и в GOG, и даже в EGS, а также заглянет на Xbox Series, включая старт в Game Pass. Уже завтра Stellar Blade получит тематическое DLC кроссовер со своей главной вдохновительницей Nier Automata. Помимо анонса и пары кадров из трейлера, инфы дают скупо, и, например, не было понятно, будет ли дополнение платным. Вот вчера официальный ответ был дан. Будет. Платным в смысле. А вот обновление, которое игра получит синхронно с выходом DLC, с фоторежимом, новыми шмотками и прочими приятными мелочами, достанется всем без доплат. Пока игра остается эксклюзивом PS5, но по словам ее создателей, ПК-порт уже находится в производстве и должен добраться до онлайн-прилавков уже в следующем году. Новости для меня и таких же, как я, кому пришлось по душе переосмысление формулы Left 4 Dead от ее же авторов Back 4 Blood. Разработчики из Turtle Rock уже оговаривались как-то, что следующая игра студии в производстве. Это факт. А дальше спекуляции и осмысленные предположения. В резюме актера Джесси Хатча была замечена интересная и загадочная строчка «Гоби 2». Хатч занимается захватом движений для игры. И связано все сказанное здесь этим самым Гоби. Такое название, но без номера, носила Back 4 Blood в качестве кодового имени проекта. Еще один довод был обнаружен в базе данных Whois, где заметили регистрацию говорящего домена back4blood2.com. Как бы... Официального анонса у сиквела не было, и создаваемая Turtle Rock игра все еще может оказаться чем угодно другим. А вот создатели ремейка Final Fantasy VII абсолютно официально заявляют, что вот уже трудятся над заключительной третьей частью. Игра вошла в стадию активного производства. В финале авторы обещают наконец-то дать покататься на культовом дирижабле Сида, впустить его и Винсента в команду, на этот раз полноценно, доработать исследование локаций и открытый мир, а также расширить механики взаимодействия с сопартийцами. Согласно текущим планам, третья треть ремейка должна выйти до конца 2027 года. А на нашем сайте stopgame.ru спешите видеть текстовый обзор милашного переосмысления флагмана PlayStation LEGO Horizon Adventure. Автор обзора Кирилл Волошин. На сим все. Доброго дня.